доброго дня! Сегодня на улице -8. Крыша моего дома покрылась снегом. И, как вы видите, из трубы идет дымок. Я отапливаю дом. Сейчас у меня внутри плюс 22 градуса на градуснике. Очень тепло. Коты греются возле батарей. А я решила выйти в обед, выкинуть мусор. Пока у меня обеденное время, нужно все мешки раскидать. В общем, все по традиции. Я теперь буду такие видео-болталки вам показывать, как я хожу по селу, по деревне. Ой, слушайте, какое небо красивое, посмотрите. Сегодня так солнечно, уже очень снежно. И смотрите, здесь уже возле моего дома машины накрутили круги, скажем так. И дорога прочищена, видите. Вчера я видела еще 2 трактора чистили. То есть, мне кажется, при желании даже можно на велике здесь гонять. Но сегодня такой сильный ветер, помимо солнца и мороза, мне кажется, на велике вообще некомфортно будет. Вот. Ну, вы посмотрите, какая красивая зимняя деревня. Лепота. И дорога очищена, все нормально. Только ветер очень-очень сильный. Прям вообще очень сильный, и от него холодно лицу. Слушайте, хочу показать дом, который стоит на нашей улице и разрушился. Видите, основная часть дома есть с окнами, а вторая часть это как бы сени назывался раньше. Или как сени. Ну, у меня бабушка их называла сени. То есть не основной дом, где печь стоит, а как бы пристрой, он тоже из бревен, из дерева такое же. Но сени, как правило, в деревнях всегда были холодными. Это я к чему говорю? К тому, что та самая комната, холодная у меня, которую я сейчас закрываю, да, там строительными занавесками, и пытаюсь утеплить как-то. Это раньше были сени. И предыдущие хозяева сделали из нее комнату полноценную. Но они, видимо, ее только начали утеплять и не успели утеплить полноценно, как основное помещение жилое. Вот. И поэтому получилось так, что она холодная. Я планирую вот эту комнату, конечно же, утеплить, но там такие полноценные масштабные работы нужны. Вот, и сейчас у меня просто, ни времени, ни ресурсов на это нет. Я делаю, что могу. Конечно же, я буду ставить дверь, со временем поставлю, которая разделяет основную часть дома и вот эту комнату. Но пока у меня возможности такой нет ставить дверь, я, конечно же, пользуюсь тем, что у меня есть. Вот строительные занавески повесила. Они, кстати, очень хорошо помогают. Они ограждают от... О, собачка лежит. Песик, привет. Чего ты такой напуганный? Ну, в общем, пока делаю, что могу. И не переживаю по этому поводу, потому что у меня в доме сейчас достаточно тепло. И насчет этой комнаты я не переживаю. Ну, у меня там хранятся какие-то вещи, я иногда захожу туда, что-то там беру, но я в этой комнате не живу. Я просто ее отгородилась от нее вот пока вот этими занавесками, и у меня вполне дома тепло. Сейчас вот я натопила печь, 22 градуса у меня. На будущий год, конечно же, по мере сил и возможностей и приоритетных каких-то вещей я буду утеплять эту комнату.
тени бывшие, скажем так. Ну а сейчас у меня там часть из этих синей это комната, а часть из них как кладовка получается. Ну, кладовка получается такая достаточно прохладная. Там можно хранить какие-нибудь овощи. Вот там у меня картошка хранится, земля для рассады. Слушайте, как сегодня хорошо. Если бы сильного ветра не было, то бы вообще круто было бы. Смотрите, какой денек сегодня солнечный. Слушайте, сейчас стою возле дома, и так приятно пахнет дымком из печки, деревом растопленным, очень вкусно. Запах, это я не знаю, как вам передать, это запах моего детства. Когда бабушка печь топила. Какое небо сегодня красивое, голубое, посмотрите. И солнышко. Но очень-очень ветрено. Прям очень ветрено. In the morning when I wake and the sun is coming through. Ну что, настало то время, когда в магазин и мусор вынести. Мне нужно будет ходить пешком. А сейчас раннее утро. Почему-то на видео какой-то темно-синий цвет, хотя я вижу белый снег вокруг. Видимо, потому что пасмурная камера так снимает странно. Вот, сейчас отнесу мусорку. А, еще и в баню сходить мне надо. Ой, смотрите, какие уже сугробики небольшие. Сейчас пойду в баню, чтобы закрыть заслонку. Я забыла закрыть заслонку в бане. И вот вам зимний утренний сад мой в снегу. Так, ну, кажется, пришло время не только пешком ходить до магазина и мусорки, но и также пришло время лопаты для снега. Вот. И за ночь, я вам хочу сказать, намело так прилично. Снега мне вот по щиколотку уже практически. Вот так вот. Топила баню и забыла. Ну, ушла когда домой. Было уже темно. Думаю, на следующий день закрою заслонку. Сейчас вот закрою ее. Сейчас 8 утра. Почти уже, да. Вот. Мне нужно будет успеть сходить, выкинуть мусор, купить в магазине кое-чего там из продуктов. И растопить печь еще нужно успеть. До начала рабочего дня нужно успеть еще растопить печь. Ой, какие деревья уже красивые, смотрите. Все в снегу. Ой, красота. Вот так вот. На видео видно, будто бы это сумерки какие-то. Хотя все очень белоснежное. Но как-то интересно снимает камера в сумерках. Может быть, надо как-то ее отрегулировать. У меня там есть. А вот и Васечка. Смотрите. Сидит, смотрит в окно. Васюш. Вася, как ты себя чувствуешь? Он Буся идет. В общем, у меня теперь будут такие вот следы возле дома. Вот это Вася выходил пописать. Слушайте, можно здесь что-то нарисовать, да? Вот так вот. Жух. Вот так. Ну вот, смотрите, меня спрашивали, чистит ли у нас снег. Как я вообще в снегу буду ходить. Ну, вот так примерно. Но это до калитки сейчас дойду. А вообще у нас ездит снегоуборочная техника. Вот так вот мой домик выглядит зимой. Сейчас уже немного потеплело, -5. Ну, со снегом, скажем так, уже более тепло и уютно. Ну вот, смотрите, я открываю калитку. И, судя по всему, мне придется ее открывать постоянно, чтобы она открывалась, и чистить здесь снег. Ну, пока снег небольшой, поэтому все хорошо. Приглашаю вас прогуляться со мной по снежной деревне. Вот это вот место асфальтированное. И видите, вот здесь ездят машины. Вот снежный след уже видно от машины. Здесь чистит трактор зимой дорогу. Так что я думаю, без такси я не останусь зимой. Ну, в общем, давайте прогуляемся.
Сейчас пройдемся по улице, выкинем мусор, купим в магазине что-нибудь на завтрак. Я, к сожалению, вчера ни вафель не напекла, ничего. Забыла совсем, закрутилась. Слушайте, как красиво, смотрите, дорога снежная идет вдоль улицы. Здесь уже машины прокатали, видите, какой след от колес. Ну, здесь машины часто ездят, поэтому я не переживаю за то, что я останусь без транспорта. Ну, до мусорки, до магазина мне вот сейчас я засеку, сколько идти. Сейчас уже ровно 8, я только-только вышла. Ну вот, я дошла до мусорного бака. Сейчас выкину мусор. И вот вам зимняя деревня. Дорога какая укатанная, красивая. О, красота. Ну вот, господа, я пришла зима в мою деревню. Дороги здесь укатанные, да. Машины ездят постоянно, по всей видимости. И местные говорят, что трактор чистит дорогу. Ну что ж, посмотрим, как это будет. Вот, и пока иду до магазина, могу с вами поболтать. У меня теперь есть возможность болтать, поскольку до магазина я больше не буду ездить на велосипеде весь зимний сезон. В такие сугробы не поездишь. Хотя, знаете, я тут задумалась о том, что может быть купить ФЭТ. ФЭТ — это такой велосипед с огромными толстыми такими колесами. Ну, он практически как мотоцикл выглядит. Но он для велопрогулок по снегу, по зимним вот таким дорогам. И вот я сейчас думаю, может быть, мне ФЭТ на зиму купить. И нужен ли он мне вообще? Может быть, я просто пешком буду ходить. Я же не буду ездить где-то тут по деревне, круги наматывать. Только до магазина. В городе вот у меня, кстати, есть знакомая девочка, которая круглый год катается на велосипеде. И вот у нее как раз такой вот ФЭТ с огромными толстыми колесами. Вот, она и зимой на нем до работы, и летом. Вот. Ну, классный вообще такой велик. Но вот ей, я понимаю, да, она в городе живет, и ей удобно до работы ездить на нем. Вот, или кататься по городу. А мне здесь где кататься? Только по деревне или по полям с сугробом. Вот. Ну, значит, буду ходить пешком. Пешком сейчас вот я как раз время засекла, сколько идти до мусорки. До мусорки я дошла за 5 минут. Вот, а до магазина посмотрим, сколько времени потрачу. Ну, на дорогу туда и обратно, считай. Вот до первого магазина я дошла за 20 минут. Я засекла. Сейчас иду до второго магазина. Посмотрим, сколько времени будет. Но на велосипеде, конечно, все намного быстрее. Второй магазин у нас находится за трассой. То есть у нас село, деревня наша разделена на две части трассы. С одной стороны у нас деревня, а с другой стороны село. Там уже такие сельские дома. Ну, такие кирпичные. Ну, как поселок получается. И вот там, где поселок, находится второй магазин. И я сейчас хочу к нему сходить, потому что там продаются мои любимые вкусные семечки. Здесь у нас, видите, светофор даже есть. То есть пешеходный переход, все как в городе. Ну, вот я сейчас иду, кстати, чувствую, как возле трассы сильно загазован воздух. У меня обоняние очень чувствительное к этому делу. Вот. Летом этого не ощущалось. Сейчас дорогу перейду. Вот так вот зимой выглядит трасса наша. Ну, а я иду домой уже. Видите, такси проехало. Вот. Так что и зимой я могу ездить на такси. Красивый пейзаж такой зимний. Все купила, все, что хотела. Купила еще семечек птицам.
У меня закончились те, которые я на Вайлдберрисе покупала. 3 килограмма. Очень быстро закончились. Вот, надо будет еще заказать. Они едят их очень-очень так живенько. В целом получается, ну, где-то 25 минут пешком. Ну так, не торопясь. Дойти до магазинов, до 2. И получается 25 минут плюсом. Это, ну, короче, 50 минут. Но это не торопясь. Получается час. О, вот, смотрите, снегоуборочная техника. Поехала. Даже это не трактор, а какой-то интересный агрегат. Сейчас встречу его. О, вот еще один едет, кстати. Ой, смотрите, как чистит, интересно. Обалдеть. Но это даже не трактор, я вам скажу. Ну, в общем, насчет дорог я не переживаю точно. Здесь все. Вот, видите, уже я шла в 8 утра, были сугробы на дороге, а теперь чистая дорога, почищенная. Махом почищенная причем. Сейчас он будет разворачиваться и сюда ехать. Так, нужно будет идти справа. Смотрите, какие у меня валенки уже в снегу все. Сейчас дойду до дома, может быть, если время останется, достану свою снегоуборочную лопату и сделаю первые снегоуборочные работы на своем участке. Знаете, все мне говорили, когда я вот купила дом, переехала в деревню, все говорили: а как ты там будешь зимой? Там же нужно снег чистить лопатой. Ну, блин, вы не поверите, а я всю жизнь мечтала вот этот снег чистить лопатой. Просто у меня в память очень сильно запал такой момент, когда я была маленькая и жила у бабушки в Краснодарском крае. Там тоже периодически выпадал снег, но не так часто, как у нас здесь, в области Нижегородской, да? Но тем не менее. И вот мне очень ярко запомнился такой момент из жизни, когда бабушка мне дала снегоуборочную лопату в руки, и я попробовала поубирать снег. Почему-то мне вот этот момент очень сильно запал в память, и он так ярко отпечатался в памяти положительными эмоциями, что это так круто, это сгребать снег лопатой. Ну вот у меня, как у ребенка, на тот момент, которому еще и 5 лет не было, вот это вот закрепилось в ассоциациях как положительное что-то, как какие-то положительные эмоции все это вызывало. И теперь я иду чистить лопатой снег. Вот церковь, смотрите, какая красавица. В снегу уже. Смотрите, едет обратно, значит, снегоуборочный агрегат. Этот сейчас нужно отойти подальше, чтобы он меня не закидал снегом. Ой. Ну, в общем, вот. Все почистили. Ну, утром я успела еще по пухлячку здесь пройти. Сейчас дойду до дома, посмотрю, как у меня возле дома. Теперь чисто или нет. Так что вот, для кого-то убирать снег лопатой — это пытка, а для кого-то радость. У меня лично уборка снега лопатой ассоциируется только с положительными эмоциями из детства. Так что каждому свое, как говорится. Смотрите, какой красивый домик здесь стоит, так красиво украшен. Возможно, я рано грущу о том, что на велосипеде нельзя будет ездить. Возможно, можно, но нужно будет попробовать. Раз уж чистят дороги, можно будет попробовать. Ну, в общем, вот я почти уже у дома. Сейчас посмотрим, как у меня тут почистили снег. Вы все пишете в комментариях, переживаете: Наташа, а как же ты там вообще по снегу-то будешь ходить? Да боже мой, не все так страшно, как вы себе рисуете в своих головах. Ну, вообще у нас внутри всегда очень много страхов и ложных представлений об этой жизни, как правило, не соотносящихся с реальностью, с действительностью совсем. Вот. И мы это не осознаем, к сожалению. Ну, смотрите, я хочу сказать, что
Вот, пожалуйста, прям до моего дома дочищено. Здесь у нас пятачок поворотный. Ну, вот здесь вот все. Здесь уже машинками раскатано. Здесь у меня постоянно ездят, ну, машины поворачиваются возле моего дома. И потом здесь всегда будет раскатано. Единственное, что вот до калитки и от калитки до дома нужно будет, наверное, лопатой покидать снег. Но я думаю, что это не проблема такая большая, прям уж, чтобы уж прям уезжать из деревни из-за этого, как мне пишут хейтеры. Ну, в общем, я дома. А вот синички меня ждут уже. Летают на дерево. Я им принесла семечек, сейчас покормлю их. Вот, видите, уже. Сейчас поближе приближу. Вот одна сидит. Вот еще сидят. Кушать, давай нам кушать, да, ребят? Сейчас я вам насыплю еды. Буся на окне тусит. Буська. У нас там калитка открылась, надо ее закрыть сейчас чем-нибудь. Ну что, пришла очередь снегоуборочной лопаты. Да-да-да-там. Вот, одной рукой не могу снимать и убирать сразу. Вот сейчас попробую почистить до калитки снежочек. Ну, в общем, вот моя подружка. Сейчас мы с ней до бани прочистили дорожку. И там до калитки тоже почистили. Вот сейчас пойду покажу. Слушайте, ну, я вам так скажу. Это моя первая чистка снега лопатой со времен детства. И что я хочу сказать. Каких-то моральных или физических страданий я не испытала, пока чистила. Даже наоборот, подзарядилась бодростью, немножко поупражнялась. И очень-очень мне это нравится делать. И так-то это уж и сложно махать лопатой снегоуборочной. На самом-то деле, как кажется. Вот, я первый пухлячок убрала, чтобы здесь хотя бы ходить не по щиколотку мне до дома. И до калитки тоже почистила. Так что вот. Вот такая вот дорожка у меня до дома теперь. Вот здесь возле дома расчистила немножечко. Сейчас вот крыльцо надо немножко поскрести. И вот дорога до калитки туда. Ну, хорошая зарядка, я вам скажу. Очень даже приятная. И ничего такого страшного в этом нет, сверхъестественного. Слушайте, просушила я замок на печи, смазала этим ВД-40, и он у меня работает теперь идеально. Вот сейчас закрою, покажу, как. В общем, вот. Раз. И все. Как новенький. И не нужно ничего покупать. Так что спасибо вам за подсказку. Замок мой теперь в безопасности. Для тех, кто переживает за меня, специально записываю вот это видео. Смотрите, какая температура в доме у меня сейчас. Да, Бусь? У нас 22,5. Мне даже вот жарко в теплой кофте. Сейчас собираюсь переодеваться. Я топила сегодня печь, сейчас скажу, с 8 утра. Сейчас уже 12 дня. Получается обеденное время, и вот такая температура у меня в помещении. Так что вы не переживайте, я здесь не мерзну точно. Триша пришла полакомиться травкой. И она здесь еще сидит, иногда охотится на птичек. Да, Триш? Ты птичек иногда ловишь здесь, да? Здесь кормушка, и птицы постоянно летают, и она сидит, иногда смотрит на них. Да, Тришань? Сейчас Васю увидела. Видели птицу за Тришей? Так прикольно. Вон, смотрите. Они прям подлетают, садятся на окно, прям даже не стесняются. Птички, да, Триш? Птички там. Угу. Вон они, птички. Пришел грец ко мне. Смотрит, сидит, смотрит в глаза мне, и все. Смотрит ко мне в глаза.
А там сестренки. Вот. Иди сюда, иди. Иди к нам, погрейся. Ой, ты какая красоточка ты у нас будешь, да? Мордочка красивая. Ой. А эта засранка уже грызет провода. Да, белка? Посмотрите, как спит белочка. Она уже стала такой взросленькой. Посмотрите на ее лапы. Вылезла из лежанки, из общей, где другие коты спят. Ей, видимо, тесно. И она в такую сосиску вытянулась. И отрубилась просто, отрубилась. Буся их уже не кормит. Они пытаются сосать ее сисю. Но она им уже не дает ее, потому что они полноценно едят корм сухой. И влажные пакетики им даю, и молочко они пьют. И уже белка вот сразу, кстати, научилась ходить в лоточек. То есть она самая умненькая и смышленая среди всех. Она уже полноценно ходит в лоток. Ну, а вот эти раз от разу иногда, когда как. Иногда бывает у них так, что помимо лотка сходят, но иногда в лоток. И учатся еще, короче, только. Но Буся их уже не кормит. Она только все время рядом с ними сидит. Ну, там лежит, смотрит, наблюдает за ними. Отгоняет от них Тришу и Васю, если они шипеть начинают на котят. Ну, стережет их, короче. Ну вот. Так вот мы сладко спим. Божечки мои-то.